Привет, друзья! Как говорится, держи друзей близко, а врагов еще ближе. И когда владыка ада Молох лично предлагает отыграть сражение с королем драконов определенным подбором башен, ты не раздумываешь, ты отвечаешь, как быстро должно быть готово видео. Но на самом деле, друзья, конечно же, все более добрее. Просто один из моих подписчиков под ником Молох предложил отыграть мне финальную битву с королем драконов с определенным подбором башен. А именно это монастырь Шаолинь. Это шаман орков, это, друзья, военный дирижабль гоблинов. Также он мне разрешил взять болотного монстра, но прокачивать его я могу только лишь на 2-й уровень. И в принципе все, 4 башенки, 5-я у меня, как бы, знаете, в свободном полете и в отпуске. Из героев он мне предложил взять Олаха, но, ну как же ж на финальную битву с королем драконов не взять Деньюня, который прям, ну, просто, я не знаю, канонически готов вновь сразить этого, такого дерзкого злодея, поэтому уж в этом, уважаемый Молох, извини, беру дракона бури. Так, народ, 3-я у нас финальная кампания, и это сила дракона. Эти глупые священники сделали нечто невообразимое. Они потревожили реликвию забытой цивилизации и пробудили древнее существо вместе с его приспешниками. Они думают, что смогут управлять им, глупцы. Это он будет управлять ими и всеми нами заодно. Остановите его любой ценой, генерал, пока они не обрели полную силу. Сейчас прогрузится. Так, хорошо, народ, вот он. Итак, ты победил жалких линерийцев, но теперь тебе придется сразиться с самим богом моря. Вот это дерзкий черт, конечно. И сейчас будем пытаться вот эту, знаете, его немножко такую харизму, я не знаю, сбить и постараться вот его победить. Так, давайте мы сюда, наверное, монстрика вытянем. Сюда мы вытянем монстрика. Так, здесь я поставлю шаманов. Здесь я поставлю тоже шаманов, друзья, поставлю шаманов. А сюда я, наверное, поставлю тоже вот этих вот величественную башню Шаолиня, монастырь Шаолинь. Хорошая на самом деле башня, довольно многофункциональная и, ну, рекомендую. Мало того, что довольно быстро и активно наносит урон пешим юнитам врагам, так еще и по воздушным валит. Это прям, ну, я не знаю, как по мне, очень-очень такая универсальненькая, друзья, башня. Так, хорошо. Вот здесь, наверное, я тоже монастырь Шаолинь поставлю, потому что я на самом деле не помню, как часто и много будут вот выходить с этой вот дорожки. Но пока будем собирать монеточки, вот, кстати, вот это тоже особенность монастыря Шаолинь, будет помогать нам со сбором монеточек, друзья. На самом деле довольно интересная история с королем драконов, и вы, кстати, можете у меня на каналчике глянуть, ну, такой довольно интересный и занимательный разбор вообще всех драконов Ведженса. И в том числе и Деньюня. И вот когда именно рассматривал Деньюня детально, друзья, я там подробненько рассказывал всю лоровскую историю с королем драконов. Почему именно Деньюнь, дракон бури, грозовой дракон, является таким, знаете, своего рода ну, основным, вот, я не знаю, воителем против вот короля дракона. Ну, захотите глянуть. В общих чертах, просто как бы по общей истории, в одно определенное время существовало довольно большое количество разнообразных драконьих фракций. Ну, ладно, фракции слишком, наверное, громко сказано. Вот то, о чем я и говорил. Пардоньте, друзья, мы с вами к этому вернемся. Обязательно слегка попозже. А пока давайте мы здесь, наверное,
магвайчиками, что ли, разберемся, пока разберемся с магвайчиками. Вот так вот давайте тоже прокачаем красивенько. Прокачаем. Так, теперь можно и, в принципе, вернуть моего Деньюня уже вот в более такой солидненький режимчик. Так, здесь вот так мы давайте сделаем, вот так мы давайте сделаем, так сюда. Вот так мы, наверное, поставим, тут прокачаем тоже моего вот шамана орков. Замечательная башня, довольно мощная, довольно плотная, довольно такая вот как бы лютая как раз именно в плане нанесения хорошего магического урончика. Так, давайте мы вот так вот тут сделаем. Спрячем этого вот дракончика вот где-нибудь в стороночку. Так, хорошо, давайте вот немножко вот так вот сделаем здесь. Здесь вот поставим подкрепленец и немножко ушатаем вот колдунов-молдунов древних магов. Так вот, друзья, пока небольшая пауза, в принципе, возвращаясь к истории, вот жили себе не тужили, дракончики там, как бы разных абсолютно вариаций, то есть там летающие, там земляные, ну, абсолютно разнообразные как бы. И вот в один момент, в одно мгновение появился вот дракон, который возомнил себя королем, что вот он как бы имеет право управлять, руководить и вообще в целом ну, решать судьбу и долю всех остальных драконов. Ну и на самом деле были приспешники, которые как бы вот ему помогали в реализации этого определенного плана, но были и те, кто не соглашались с его вот этим, знаете, деспотическим и таким, ну, агрессивным, скажем, захватом и подмятием власти под себя. И по большому счету основная как бы сила драконов проигрывала. Король драконов, да, действительно, он такой был довольно великий, могучий и злостный. И поэтому вот пришлось грозовым драконам отправить своего одного из самых-самых-самых величественных и самых могущественных драконов, ну, в своей фракции, своей как бы вот в своем племени. И им оказался Деньюнь, друзья. Им оказался Деньюнь. И вот поэтому сейчас мы имеем вот такую вот возможность, вот такое вот как бы момент наблюдать за довольно приличным, активным боем Деньюня со своими врагами. Так, хорошо, вот так давайте мы, наверное, сделаем, вот так мы сделаем. Так, сейчас мы здесь этих пупсиков спрячем. Так вот давайте мы сделаем красивенько, замечательно, занимательно. И, в принципе, пока никаких проблем. Так, 7-я волна, друзья, 7-я волна. Так, давайте сюда. Подтянем Деньюням. Гад. Взял моего болотного монстрика за этот. Зафигачил так бессовестно. Так, давайте здесь вот так вот дракончика поставим. Сын дракончика. Так, тут, наверное, прокачаем вот так тоже по красоте. Да, сделаем удар душ, подкрепление поставим. И сейчас мы, думаю, довалим вот этого вот тоже колдуна-молдуна. И, в принципе, уже будем дальше разбираться, друзья. Давайте мы вот так вот сделаем. Вот так мы сделаем. Да. Давайте немножко тоже прокачаем. По красоте прокачаем моего шаманчика. Здесь магваев убирают. Магвайчики, конечно, они мне очень-очень восхитительно помогают вот тоже зарабатывать монетки, друзья. По большому счету, вот эти мелкие пупсики, они не обладают каким-то там гранде здоровьем. Ну, единственная их определенная особенность — это то, что увеличивается их количество при контакте с водой. Ну, на этом все. На этом как бы вот вся основная, скажем там, интересность магвайчиков заканчивается. Кстати, вообще на самом деле довольно интересно в плане создания этих локаций и в плане врагов Магваи, Нианы. На самом деле это, скажем, реальные такие магические существа,
у которой имеют даже свою определенную историю. Захотите, зайдите, почитайте. Ну, как бы, довольно интересненько, довольно интересненько. Ну, у меня магвайчики на самом деле ассоциируются в большей степени с гремлинами этого вот. Старенький такой, но довольно классный, интересный фильм. Я его на самом деле безумно обожал. И два основных аспекта, скажем, две таких основных истины по ним запомнил: это не мочить и не кормить после 12. Потому что из милого магвайчика момент вот возродится вот такой вот гремлин, который, ну, прям ни разу, скажем, не добренький. Так, хорошо. Вот так давайте. Сейчас мы, давайте жриц, наверное, немножечко ушатаем. Жриц по возможности ушатаем. Давайте сюда теперь День Юня перегоним. Я думаю, что сейчас он тоже красивенько мне поможет сразить и жриц, и, в принципе, верховных колдунов. И мы сейчас все это дело по красоте порешаем. Так что вот Нианы как раз будут сейчас. Нианы бежать будут. Давайте мы сюда поставим, наверное, сына дракончика поставим. И сюда вот День Юня загоним вновь. Тут я думаю, что в принципе порешают по красоте, порешают мои воины, мои монахи, мои шаолинчики. А вот здесь вот уже, конечно, неплохо было бы, чтобы День Юнь отличненько срабатывал. Ну и с подкреплением, конечно. Так, хорошо. Вот так давайте мы сделаем, вот так мы сделаем. По красоте мы сделаем. Здесь мы поставим тоже дракончика. И, в принципе, я думаю, что... Ну, давайте вот так сделаем. Что поделаешь. Так, давайте сюда День Юня, наверное, загоним. Вот так вот сделаем тоже. Красивенько сделаем. И, в принципе, сейчас вот так давайте удар душ тоже. Добьем этих вот величественных воителей. И будем уже сражаться с верховными колдунами. Так, в принципе, здесь хорошо, здесь тоже хорошо. Замечательная башня, знаю, что повторяюсь, но она на самом деле мне действительно нравится. У нее очень хороший, солидный урон и прекрасные способки. Что метеориты, что электрошок. То есть, в принципе, довольно такой солидный, мощный, интенсивный наносят удар и урон. Так, хорошо. Вот эти две точки я специально на самом деле не закрываю, потому что есть у меня на них своя такая вот, скажем, определенные виды и определенная вот решенница. И совсем немножечко, совсем слегка погодя, друзья, вы ее сможете также пронаблюдать. Так, хорошо. Так, давай, День Юнь, давай, справляйся, сражайся. Так, этот мой воин здесь пока чилится, отдыхает. Так, что у меня? Я не помню, я вроде бы прокачивал на 2-й уровень здесь башенку моего болотника. Но, может, и не прокачивал. Ладно, не буду трогать, друзья, потому что на самом деле я действительно не помню, прокачивал я его или нет. Давайте мы дракончика поставим, чтобы, если что, колдунов убрать, молдунов, и, в принципе, все будет замечательно. Так, а теперь реализую свою опцию по закрытию точек вот этих вот, что я говорил, что я специально для определенной, скажем, такой тактической цепочки, тактического построения держу точку открытой. И именно, друзья, для военных дирижаблей гоблинов. Так, хорошо, давайте вот так прокачаем. Прикольная тоже способка. Смоляная бомба. Замедляем, врагов замедляем. И потом, если что, продолжаем им наносить урончик. Так, давайте сюда. Единственный минус вот этой башни — это то, что она довольно дорогая. Но она реально такая, как бы, не из дешевых. Но при этом имеет хороший урон до 110 единиц, что немало на самом деле. И хороший вот
радиус поражения, притом, видите, взаимодействует с башенкой, как бы, такого же типа. Ну, прокачивать я эту особенность, друзья, пока не буду, поэтому, потому что она не особо мне на самом деле сильно актуальна. Тут не такой большой радиус, скажем, для того, чтобы подгонять. Ну, разве что сюда можно было бы подогнать. Вот сейчас как раз дирижаблик можно было бы подогнать. Дирижаблик напротив. Так, вот сюда давайте мы, наверное, его подгоним, друзья, потому что у нас неаны регенятся в момент нахождения на воде. Поэтому мы давайте вот сюда их и подгоним. Это дирижаблик тоже сюда давайте загоним. И вот теперь вот увеличим радиус атаки именно вот этой башенки, друзья. Именно этой башенки. Так, хорошо, сюда давайте, наверное, поставим. Так, давайте День-Юня подгоним. И вот сюда вот башенку затянем. Так, давай, мой хорошенький, давай. Так, эту сюда загоним. Так, остался один, бедняжечка такой весь коматозный. Так, давайте оттянем День-Юня, пусть он придет в себя и уже вот мои как бы геройчики его добьют. Так, ладно, все. Нет у меня времени на вот эти вот игры. Будем сражаться с королем драконов. Так, кстати, что у него? 10 800, друзья, урончика на невозможно. Так, сюда давайте дракончика поставим. 10 800 урончика. И вот я могу как раз эту вот башенку красивенько вот так вот подгонять вот сюда аж поближе, друзья, поближе. Так, здесь вот смоляную прокачаем и увеличим радиус атаки, наверное, и для вот этой башенки, Так, хорошо. Здесь, в принципе, держим, здесь сражаемся. Так, что сюда, друзья, что сюда. Давайте, наверное, тоже дирижаблик, может, подгоним, вот сюда его где-то загоним по красоте. Так, вот так давайте, вот так вот мы поставим, здесь подкрепление поставим. Так, хорошо. Так, этих сюда давайте пока, наверное. Будем накидывать. Так, давай. Подкрепление. Так, это придержим. И вот так вот мы сделаем. Сюда давайте. И сюда мы подгоним нашего Джеронима. Так, хорошо. Здесь дракончика поставим. Магвайчики мчат. Ну и пусть мчат магвайчики. Так, вот так давайте мы сделаем. И вот сюда вот загоним дирижаблик. Так, хорошо. Что у меня там, кстати, этот дракончик? Давайте мы удар душ, наверное, зарядим, друзья. Разносим его в пух и прах, как по мне, народ. Так, давайте сюда. Так, ладно, этот дирижаблик у меня уже не подтянется, как бы, вот, к королю драконов, но ничего страшного, мы его можем вот здесь красивенько атаковать. У него осталось совсем немножко здоровьечка, и я думаю, что вот сейчас он уже у нас падет смертью храбрых. Что сказать, друзья, подытоживая, мини-кампания, мягко выражаясь, не самая сложная, но при этом она богата и насыщена именно как раз яркими красочными пейзажами, интересными врагами и хорошей лоровской историей, как непосредственно героя, так и вообще в целом, знаете, вот отношений короля драконов и День-Юня. Играйте в Kingdom Rush, наслаждайтесь этой чудеснейшей игрой, подписывайтесь на канал, ставьте лайкосики, пишите комментарии. Вы самая обожаемая и замечательная публика во всем мире. Берегите себя и до новых встреч, папа.